Привет, коллеги! В эфире Blondie Code. Я Ида Дроган, главный разработчик студии Silvercord VR. И сегодня у нас на операционном столе Template as Third Person от Unreal Engine версии 5.6. Ссылка на исходники, как всегда, в описании. Скачивайте, щупайте и экспериментируйте. На момент выхода видео это самая новая версия движка, и сразу же со старта в этой темплейте мне попался баг, которым я просто не могу с вами не поделиться. Запускаем темплейту в Standalone, и здесь все прекрасно. Но что будет, если запустить ее в сетевом режиме? У нас есть два окна, клиент и сервер, и в клиентском окне камера абсолютно не реагирует на мышь, хотя на сервере все отлично. В чем же причина такого поведения? Пробел тоже работает, а значит проблема ввода явно связана с мышью. Кроме того, в консоли есть ошибки. Давайте посмотрим, на что именно ругается движок. Вы уже догадываетесь, что это что-то связанное с системой инпута. И так оно и есть. Если я добавлю проверку isValid на input subsystem, то это наверняка улучшит ситуацию. Конечно, мышь не заработала, зато ошибок стало меньше. И вторая ошибка снова связана с системой ввода. Какая неожиданность! Конечно, мы можем и здесь добавить проверку isValid, однако корень проблемы в том, что на этапе ввода система уже должна быть определена и подключена. Для начала давайте добавим проверку isLocallyControlled, прежде чем добавить mapping context. Потому что только локально контролируемый PON или контроллер должен добавлять input mapping. А второй ключевой момент этого баг-фиксинга – это то, что два маппинг контекста, один для клавиатуры, а другой для мыши или другого контроллера, который управляет камерой игрока, подключаются в разных местах темплейты. В более ранних версиях маппинг контекст был общим, однако в версии 5.6 разработчики решили подключить управление камерой отдельно, в зависимости от операционной системы, и почему-то подключили этот новый input mapping в событие Possessed. При запуске игры в режиме Listen Server Possessed сначала отрабатывает на сервере, однако у сервера нет Local Player Subsystem, а на клиенте Possessed отрабатывает раньше, чем произошла полная репликация его контроллера. А как мы знаем, контроллером игрока владеет сервер, однако реплицирует его на клиент. И именно поэтому инициация инпута должна происходить в событии Receive Controller Changed, когда контроллер точно полностью готов к работе. То есть оба маппинг контекста подключаются в одном месте, естественно, после проверки isLocallyControlled. Переносим блок с подключением контекста для управления камерой в событие ReceiveControllerChanged и убираем все дублированные ноды, обращающиеся к контроллеру и к инпуту. Немножко распутаем это макаронное дерево и удаляем все лишнее. И теперь, если запустить игру, то у клиента появится управление камерой. Ура! Надеюсь, видео было полезным. Буду рада лайкам, комментариям и новым подписчикам. Благодарю за внимание и приятного вам программирования!